Меня зовут Калинина Татьяна, я приветствую вас на канале Школы прогнозов Альфа. И сегодня мы с вами будем разбираться с тем, как планеты влияют на внешность человека. У нас будет 9 типов внешности, соответственно, 9 планетам, которые проявлены в гороскопе. И первое, что хотела бы вам сказать, то, что мы с вами на каждом из эфиров будем разбирать концентрированных таких венерианцев, концентрированных солнечных людей, марсиан и так далее. И вы должны понимать, что те типажи, которые я выбираю вам сейчас, это чистые венерианцы, чистые солнечные люди, их довольно редко встретишь, потому что чаще всего в человеке намешано много всего. Но, тем не менее, есть какая-то одна доминирующая планета. Те примеры, которые я вам буду показывать, чаще всего будут примерами вот этого сконцентрированного влияния одной планеты. Смешанные типажи я постараюсь вам не показывать, чтобы не путать вас. Но в любом случае, изучив даже 9 основных концентрированных, вы вполне сможете распознать планеты, которые доминируют в ваших знакомых, родных, в себе самом, и уже знать какие-то их секретики, склонности характера, склонности вести себя в мире и тому подобное. Мы с вами будем фотографии известных людей демонстрировать в этих видео, и венерианцы первые у нас на очереди. Я хотела бы сказать, каким образом мы их определяем. Венера в их гороскопе управляет первым домом, либо стоит в первом доме, чаще всего прямо в градусе асцендента. Это очень сильное положение планеты. Я уже много раз на канале рассказывала, что когда планета находится прямо на куспиде дома, она дает максимальный результат и максимальное обаяние в случае с Венерой, либо максимальным образом выполняет свои обещания. Если это хозяин 8-го дома кризисов в первом доме, то на куспиде, скорее всего, этот период даст окончание жизни. А вот если этот управитель стоит в глубине дома, то, скорее всего, это будет какой-то стресс, просто через который человек пройдет. Поэтому вы должны понимать, что планеты, сильно запечатленные на личности человека, чаще всего находятся прямо на куспиде первого дома, либо в четком, точном соединении с хозяином первого дома. Ну и принципы того, как это в гороскопе проявляется, мы тоже с вами будем от эфира к эфиру упоминать. И давайте начнем с самого первого типажа. Это венерианцы. Венерианцы — это действительно очень красивый типаж, это красота без макияжа, как я назвала данный эфир для вас. И эти люди обладают гармоничной внешностью. Конечно, я подобрала для вас киноактеров, известных людей, которых многие миллионы людей считают очень привлекательными. И давайте обсудим их черты лица и характер, какие-то отличительные особенности. Внешние признаки. Какими внешними признаками обладают венерианцы? Это чаще всего овальный тип лица, идеальные пропорции глаз, губ и носа. То есть у них каждая часть лица, каждая треть лица пропорциональна друг другу. Вы знаете, что есть люди с высоким лбом и достаточно сжатой средней частью, либо с выдающимся таким вперед подбородком. Так вот, венерианцы очень гармоничные. Их лица действительно по третям очень хорошо соответствуют друг другу. Венерианцев часто изображают на картинах, их берут как пример в тех случаях, когда нужно показать красоту, обаяние и привлекательность. Поэтому я думаю, что когда я вам покажу примеры, вы увидите, о чем я сейчас говорю, что имею в виду. Губы, размер губ, размер носа, размер глаз у них очень пропорциональный, то есть редко-редко можно заметить у них, что губы тонкие, а глаза большие. Чаще всего и глаза такие пропорционально
большие, и губы достаточно пухлые, и нос не выдающийся, не портящий общую картину лица. У них обычно средние или пухлые губы. Пухлые губы действительно это что-то про Луну и Венеру. Ну, мы лунный типаж с вами позже разберем и покажу, какая тут разница. Пока это либо пухлые, либо средние губы, светлые волосы, светлая кожа, светлые глаза. Вот эти три признака светлости, естественно, мы, обозревая или рассматривая людей другой расы, немножко сделаем здесь коррекцию, потому что есть, скажем так, разные национальности, и если мы говорим про национальности, обладающие по большей своей части вьющимися черными волосами, черными глазами, темным цветом лица, то венерианцы внутри этой расы тоже существуют. Просто их цвет лица будет светлее обычного для их национальности, глаза будут светлее обычного, и волосы тоже светлее обычного, не поверите. Поэтому мы можем таким образом и среди китайцев обнаружить венерианцев, и среди славянских народностей, и среди даже негроидных народностей. То есть нас вот это вот описание не ограничивает только для светлокожих людей. Да? Вот мы можем учитывать, что внутри их национальности венерианцы обладают более светлым цветом глаз, кожи и волос. Вот что интересно, что у венерианцев мягкий округлый кончик носа, то есть их нос не бывает заостренным, он не бывает с горбинкой. Это ровный нос, который немножко оканчивается вот таким baby face, знаете, вообще baby face это больше к луне, но я не знаю, как еще вам объяснить то, когда кончик носа мягкий, округлый, как у ребенка. Глубокое верхнее веко, я имею в виду здесь вот это расстояние, да, между бровью и верхним краем, верхним веком, краем ресниц. Есть глаза с нависающим верхним веком, есть глаза с глубоким веком, без нависаний. Так вот, у венерианцев чаще всего глубокое веко. Давайте посмотрим первого венерианца, точнее венерианку, и потом уже обсудим, что и как. Я подобрала вам гороскоп Эмбер Хёрд, и надеюсь, что вы знаете, как выглядит эта актриса. Как раз-таки очень-очень характерный пример венерианки. Светлые волосы, светлые глаза, светло-голубые, овальное красивое лицо, то есть вот без сильных выступаний здесь, не квадратное, не вытянутое, лицо классической формы, губы чуть-чуть припухлые, мягкий такой нос с округлым кончиком, глубокое веко и очень такие привлекательные пропорции лица между лбом, как вы видите, средней частью и нижней частью очень привлекательные, то есть лицо выглядит гармоничным, мягким, овальным. Ну и такие люди, конечно, признаются другими людьми достаточно привлекательными. Сейчас посмотрю, какие у вас комментарии. Наверное, не в прошлой жизни жили на Венере. Я подобрала для вас примеры тех венерианцев, у которых Венера стоит прямо на куспиде, либо управляет первым домом. То есть это максимальное такое проявление венерианства. Ну и, само собой, это люди, которые заняты в какой-то творческой профессии, а именно актеры в нашем случае. Если у вас хозяин первого дома соединен с Венерой, то у вас будут венерианские черты, но еще и будут примешиваться черты той планеты, которая управляет вашим гороскопом.
Поэтому, если у вас пустой первый дом, не расстраивайтесь, все равно какая-нибудь планета на вас отметилась. Что еще можно сказать про эту внешность? Здесь не только высота третьего лица симметричная, но и по ширине. Это обычно овальное лицо. Круглое лицо больше прерогатива лунной внешности. Именно должна быть небольшая вытянутость. У них обычно такие скулы проявленные, то есть сами по себе высокие скулы. Лунное лицо, с которым мы будем часто путаться. Вот на первых этапах, я думаю, вы будете путаться, все-таки это лунная внешность или венерианская. В лунной внешности вы увидите отсутствие высоких скул. Чаще всего это будут просто округлые щечки. Здесь же у венерианок и венерианцев у них достаточно прочерчена вот эта линия. Ирина Алферова, венерианка, похоже, что да, но нужно на нее посмотреть придирчиво, потому что нужно действительно рассмотреть ее лицо. Давайте посмотрим другие фотографии Эмбер Хёрд, чтобы под разными ракурсами с ней познакомиться. Как вы видите, Венера дает лицу небольшую отечность. Это тоже подарок такой от этой планеты. И опять же, мы видим боковое, скажем, в профиль мы видим этот нос прямой, с мягким кончиком. Губы здесь, конечно, накрашены, но они достаточно объемные. И глаза, да, вот высокая линия бровей по отношению к верхнему веку. Достаточно привлекательное строение лица. Плюс она, конечно, подчеркивает, и стилисты, я думаю, что они как-то интуитивно подчеркивают ее, вот эту венерианскую природу, делая ей локоны, прибавляя ей вот этой округлости и подчеркивая ее лицо. То же самое лицо с прямой стрижкой, например, с короткой, да, или с мальчишеской стрижкой, оно тоже будет выдавать Венеру, но законченным образ этот становится, и таким естественным для этого типажа образом становится прическа все-таки с распущенными волосами, которые вьются, да, которые имеют какие-то волны. Еще у нас одна фотография Эмбер Хёрд, тоже здесь небольшая волна на волосах. Красотка, что сказать. Это бывший муж Эмбер, Джонни Депп. И, в общем-то, свою большую популярность по всему миру Эмбер Хёрд получила после фильма «Ромовый дневник». У нее завязался с Джонни Деппом роман. И, насколько я помню, в 2015 году, в феврале 2015 года они поженились. Там у них вышла совершенно скандальная история с тем, что она обвиняла его в том, что он ее бил, он обвинял ее в том, что она его оболгала. В общем, там непонятно, кто был прав, кто виноват. Причем с течением лет как-то все больше выясняется фактов в пользу Джонни Деппа. Тогда, в те времена, когда произошел развод, меньше чем через год они начали конфликтовать очень серьезно. Эмбер Хёрд высудила у него крупную сумму денег, но все деньги, насколько я помню, она отдала на благотворительность. Очень запутанная история, кто прав, кто виноват, совершенно непонятно. Давайте посмотрим теперь на гороскоп Эмбер, чтобы посмотреть вообще, где там эта Венера. Венера стоит в первом доме, она управляет всем гороскопом, и она находится в собственном знаке. Вот она, сильнейшая такая Венера. Замужество в гороскопе этой девушки произошло в период Раху-Венеры, достаточно классическая история. И Венера, сильная в первом доме, дала не только своим аспектам хорошее влияние, да, на личную жизнь. То есть, увидя такую Венеру, которая добрым аспектом помогает личной жизни, мы сразу можем понять, что в период Венеры девушка выйдет замуж, либо сильно влюбится. Но это как хозяйка первого дома, Венера ей помогла самой процветать, то есть ее личность узнали по всему миру. Но Венера хозяйка шестого дома, поэтому в этой замечательной любовной истории был и большой скандал. Шестой дом — это и суды, и враги, и какая-то вражда, да, и болезни. То есть вот по двум факторам из трех в период Раху-Венера
Эмбер Хёрд, ну вот, пострадала, да, скажем так. Здесь мы видим еще Сатурн в 7-м доме. Он показывает мужа старше нее, значительно старше нее. Обычно Сатурн в 7-м доме или в какой-то связи к 7-му дому дает супруга на 7 лет и более старше. Но я точно не знаю разницу между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом, но она родилась в 1985 году, 86 году, прошу прощения, моя ровесница. Джонни Депп явно сильно старше. Вот такой гороскоп. И вот этот период, когда она и с ним начала встречаться и стала супер популярной, ну потому что девушка Джонни Деппа после расставания с его супругой, да, это ну, очень интересно, она стала предметом обсуждения всех таблоидов. Это произошло в период Водолей-Скорпион. У Эмбер Хёрд Юпитер дал денежный развод, ха-ха-ха. Ну да. Ну вот смотрите, да, кто врал, кто не врал. В принципе, Эмбер Хёрд способна на то, чтобы скрыть какие-то факты. Меркурий у нее в падении. Ну, сложно понять, конечно, нужно знать их, чтобы делать такие выводы. И вот этот резкий разрыв брака, смотрите, хозяин 7-го в 8-м, и это Марс. Спасибо, что не овдовела, как говорится, да, и спасибо, что он не пришиб ее. Вот вполне хозяин 7-го в 8-м, хозяин 8-го в 7-м какие-то такие могут дать вариантики. Так вот, Водолей, Скорпион, свалилась на нее и эта слава, и любовь, и Водолей у нас, смотрите, в 10-м доме от себя содержит Кхатика Лагну. Кхатика Лагну — это показатель славы. Ну и Скорпион, Кхатика Лагна оказывается прямо-таки в 1-м доме. Плюс еще Венера у нас показатель мужа, Дара Карака. И вот здесь нюанс. Напишите, пожалуйста, догадываетесь ли вы уже, как можно посмотреть внешность или какие-то яркие черты судьбы и характера уже по своему гороскопу? Черты характера и внешность супруга, детей, родственников и так далее. Напишите, если у вас какие-то догадки. В период Скорпиона она познакомилась с Джонни Деппом, и Дара Карака Венера, показатель мужа, стоит в 7-м доме отношений, то есть ну, все было предопределено. А уже в следующий период все испортилось. И, как вы видите, я думаю, что у нее шел период потом Стрельца, потому что хозяин 7-го дома в падении. Если Венера в соединении с Плутоном в 1-м доме, ну, даст еще больше сексуальности. У них разница в возрасте 23 года. Да, есть какая-то хитрость в ее характере. Вот здесь, конечно, вот этот Меркурий, он может... Все что угодно он может. Но что еще интересно в этом гороскопе? Хозяин 7-го в 10-м, то есть брачные дела связаны с карьерой. Вот она и вышла замуж за партнера по фильму. Точнее наоборот, да, хозяин 10-го в 7-м, она вышла замуж за партнера по фильму. Это был сатурнянец, который сильно старше. И когда мы дойдем до сатурнянцев, Джонни Депп у нас и попадет в эту когорту. А я открою вам секрет пока, как посмотреть внешность мужа. Да? Мы смотрим Дара Караку, вот она в данном случае Венера у нас, и она покажет через градус в знаке, в котором стоит, черты мужа, его главные какие-то занятия, либо главную силу его гороскопа. И очень-очень часто я вижу, что, ну, допустим, Дара Карака Луна, девушка вышла замуж за восходящего рака. Дара Карака Солнце, девушка вышла замуж либо за парня с Солнцем в падении, либо с парнем с Солнцем в экзальтации. То есть Дара Карака показывает яркие черты в гороскопе самого избранника. И тут мы уже можем чуть-чуть даже рассказать о том, какой будет супруг именно по Дара Караке. Но здесь, конечно, Сатурн у нас показывает брак с человеком сильно старше, и Венера тоже под аспектом Сатурна, то есть Дара Карака тоже под аспектом Сатурна, поэтому как бы мы ни развернули этот гороскоп, из какого бы
дома или точки мы бы не брали свои трактовки о том, какой у него будет муж, он и так оказывается сильно старше, так он оказывается под влиянием Венеры. Ну вот это и был также актер, как и она. Вот такая история. Кстати, Эмбер на какой-то из вечеринок призналась в своей бисексуальности. У нее до Джонни Деппа была подружка-фотограф, женщина. Ну вот она, эта бедная Венера, которая аспектирована Сатурном. Но на самом деле здесь она не сильно поражена. Единственное, что она очень сильна, очень-очень сильно сильна. Надо еще посмотреть дробную карту D9, но у меня не было карты D9, не было возможности. Так, у меня Меркурий Дара Карака, бывший муж Меркурий в первом доме, экзальтированный. У кого-то не совпало, да, по Солнцу, муж не солнечный. Надо смотреть все-таки полную картину, полный гороскоп. У меня Дара Карака Марс, пишет Юля. Я вышла замуж за мужчину с Марсом на асценденте, и первый муж тоже был марсианин. Да, и третий, видимо, тоже будет марсианин. Так, почему хитренькая, не пойму, расскажите. Меркурий в падении, Меркурий — это показатель речи и честности. И я не хочу никого обидеть, да, у кого Меркурий в падении, ни в коем случае. Но о человеке, попавшем в такую двоякую ситуацию, как Эмбер Хёрд, когда свидетели есть и за нее, и против, такой огромный скандал, все-таки Меркурий в падении показывает для меня, что в целом она способна на обман, потому что Меркурий — это показатель информации, показатель речи, и он в том знаке, который он очень не любит. Ну что, давайте теперь еще одну. У меня Дара Карака Марс, и у меня муж точно марсианин. Путра Карака. Посмотрите у себя Путра Караку, каким будет ребенок, да, в каком знаке располагается эта Путра Карака, какие планеты ее аспектируют. Ну, то есть, вот такое небольшое исследование проведите. Вот у Эмбер Хёрд Путра Карака находится в бесплодном знаке Девы. Ну, ей уже 35 или 36 лет, детей пока у нее нет, или родила она, напишите. Но вот даже то, что если даже она и родила в последние годы, то сильная отсрочка рождения ребенка — это тоже один из факторов пораженности. Ну и Путра Карака здесь в бесплодном знаке. Для того, чтобы гороскоп был бесплодный, нам нужно там 5, 6, 7 показателей. Мы ориентируемся не только на этот гороскоп, но и на гороскоп детей. D7 — это дробная карта именно для детей. Поэтому я не утверждаю, что она бесплодна. Просто я, скажем, в этом гороскопе увидела, что вот у нее Путра Карака — это Луна, и Луна, она, ну, в бесплодном знаке. Следующий наш герой — это, знаете такую? Напишите. Это очень красивая женщина, актриса Голливуда. Значит, она была женой князя Монако. Ну, уже давно она погибла, еще в прошлом столетии разбилась на машине. По-моему, она даже до 2000 года разбилась на машине. Это Грейс Келли, тоже совершенно классическая венерианка. Здесь все признаки налицо. Опять мы видим с вами, что у нее очень пропорциональная вот эта часть, лобная, средняя доля лица, треть и нижняя треть лица. Никакая из этих частей не выдается вперед, не является растянутой, не является сжатой. У нее также века достаточно глубокое. Мягкий вот этот нос, пухлые губы, овальное лицо. Но чуть-чуть у нее есть здесь такое заострение в этой части, чуть-чуть оно квадратное, чуть-чуть. Тем не менее, гороскоп показывает, что Венера на нее влияет очень-очень сильно. Ну и опять же, да, этот образ венерианский подчеркнут вьющимися волосами. Она светловолосая была, просто черно-белая фоточка, и этого сейчас незаметно. Потрясающая улыбка, обаятельная. То есть венерианцы, они этим и отличаются, что они привлекают прям к себе любовь, потому что обаятельные очень. Под лицу все к лицу. Это про данный тип внешности. И опять мы видим с вами, что у нее лицо хоть и овальное, но оно имеет структуру, то есть оно имеет высокие скулы вот эти вот.
Мягкий нос, не с горбинкой, не расширенный к низу, то есть гармоничный носик, мягкий округлый подбородок, пухлые губы. Все как надо для венерианского замеса. Еще одна фотография у нас, ну тоже это немножко в профиль. Вот здесь, кстати, очень хорошо видно вот эта линия высоких скул, да, что щечек здесь таких прям ярко выраженных нет, как у лунных девушек. Ну, красотка, все запоминайте, запечатлейте, сфотографируйте в памяти. Вот такой образ, это чистой воды венерианка. О, давайте еще про Дара Караку, смотрите-ка. Дара Карака у меня Марс, был муж спортсмен, кандидат мастера спорта по дзюдо и смуглый. Вот вы предвосхищаете информацию, которую я дам про Марс, потому что марсиане действительно, они такие закопченные. Так, давайте посмотрим гороскоп самой этой девушки, Грейс Келли. Так, ну что мы видим? Опять Венера у нас в первом доме. Угу. Там еще примешиваются Меркурий, Кету, Солнце. Солнце, кстати, тоже достаточно похожий тип с Венерой, но я расскажу вам, в чем прикол, но потом, не буду сейчас рассказывать. И давайте обратим внимание на то, в каком градусе эта Венера. Она в 5 градусах 59 минутах, асцендент в 11:49, то есть она очень близко к асценденту. Солнце в 27 градусах, чуть дальше, чем надо. Раху в 19, кто еще там стоит? Меркурий в 17. Ну вот Меркурий и Венера. Ну, Венера оказалась сильнее, потому что она хозяйка этого дома, она в собственном знаке весов располагается. И вот, кстати, поэтому-то она, бедная, и разбилась, потому что Венера стала хозяйкой 8-го дома смерти. Венера — это естественный показатель средств передвижения, и она разбилась. Я думаю, что в какой-нибудь период, под период Венеры, что-то в таком духе. Свадьба Грейс Келли и князя Ранье состоялась 18 апреля 1956 года в период Меркурий-Меркурий. Ну, там через несколько дней, видите, на следующий день был уже публичная, да, церемония. Меркурий-Меркурий. Меркурий-Меркурий, вот она стала знаменитой, популярной. И, кстати, нет, я не права. Она была уже голливудской актрисой, достаточно известной, поэтому нет. После свадьбы она оставила свою кинокарьеру, которая строилась, эта кинокарьера развивалась в период Сатурна, Махадашу Сатурна. Сатурн ей дал вот этот рост. Видите, Сатурн Раджа-йога Карака стоит в 3-м доме. Говорит о том, что в период Сатурна человек социально вырастет. Ну и в Махадашу Меркурия уже началась у нее совсем другая жизнь, совсем другая судьба. Причем как видно, что у нее будет муж крутой, с прибытком. То, что хозяин 7-го дома располагается во 2-м, то есть брак связан с деньгами. И этот хозяин 7-го там еще и силен. Это Марс в собственном знаке. Дара Карака у нас тоже марсианская. То есть мужа нужно прочитывать по Марсу. Марс аспектирован Юпитером, у него была власть. Ну и вот то, что он иностранец, пожалуйста. Раху в 7-м доме показывает, что муж будет иностранцем. Давайте теперь посмотрим, какие параметры у нас дает Венера в характер и в привычке человека. Что значит? Ну, Венера и Венера, да? Ну, сильная Венера и Венера. Что это для нас с вами значит, когда мы видим в первый раз венерианцев? Первое. Это люди будут творческие, впечатлительные, чувственные. Что значит впечатлительные? Значит, они эмоциональные и не сухие, да, вот на эмоции. Чувственные, значит, у них развита и сексуальная сторона личности. Мечтательные, мягкие, но и бывают эгоцентричными. Почему? Потому что любимчики публики, многим нравятся, многие двери им открываются легко за счет личного обаяния, которое дарит эта Венера. Я не очень люблю ссылаться на древнюю астрологию, но в целом
В Джотише считается, что Венера — это демон, и люди, которые родились с сильной Венерой, это люди, которые в этой жизни будут испытывать соблазн падения и разрушения своей жизни через удовольствие. Как будто бы эти люди в прошлом жили на каких-то более высоких планетах, на каком-то месте, где они наслаждались, и попав в этот сегодняшний наш реальный мир, у них остались привычки наслаждения. То есть им нравятся красивые вещи, такое нега, расслабленность, досуг красивый. То есть они менее других склонны к упорной работе. И поэтому могут быть иногда эгоцентричными, потому что все достаточно легко дается. Любовь людей, они сразу захватывают внимание ваше в толпе, эти люди, и вот им хочется сделать что-то хорошее, что-то приятное. Их испытание заключается в том, что привычка наслаждаться и привычка расслабляться от Венеры, она сохраняется на протяжении всей жизни и, скажем, может человека увлечь в ленность или в злоупотребление удовольствиями. Какие профессии выбирают обычно венерианцы? Это работа в сфере красоты. Вот я тут формулировку сделала достаточно такую нейтральную, хочу ее пояснить. Дело в том, что Венера дает потребность постоянно делать что-то красивое вокруг себя. Как будто бы эти люди привыкли к собственной красоте, им хочется вокруг себя тоже создать что-то красивое, комфортное. И эта потребность, она не иссякает. То есть они, допустим, сделали кому-то прическу, а вот на следующий день им опять хочется, а потом опять и опять. И вот эта стабильная очень такая потребность что-то делать в сфере красоты у этих людей остается. Они очень любят именно упаковать хорошо все, что они делают. Актеры, музыканты, художники, искусствоведы, все, кто касается вот этой вот темы искусства, создания какого-то произведения. Также они выбирают обычно профессии, требующие общения с другими людьми. Потому что это легче всего. Сложно представить себе венерианца, который, занимается химией по большей части своей жизни. Потому что это люди, которым легко дается общение. Они встречаются с человеком и сразу получают какие-то симпатии. Поэтому чаще всего они идут в эту сферу, где легче всего им достичь успеха. Они чувствуют свой потенциал там. И поэтому часто выбирают профессии, где все построено на вот этом вот контакте, лицом к лицу. Может быть продажи, может быть какие-то другие похожие профессии. На самом деле, вот смотрите, я с хитрецой задала вам этот вопрос про то, какая у меня внешность, потому что у меня в первом доме Сатурн. На сатурнянку я очень мало похожа. На самом деле, конечно, те гороскопы, которые я вам подобрала, это гороскопы вот таких вот прямо, рафинированных венерианцев. И у них, естественно, Венера будет стоять в первом доме. Естественно, он будет управлять первым домом, хоть и не стоит в первом доме, но что-то с Венерой будет связано именно в первом доме. Те люди, которые одарены меньшей красотой от Венеры или там меньшим влиянием Венеры, да, она доминирует, но к ней еще примешано что-то другое. Это совершенно не обязательно именно Венера в первом доме. Вы, как астролог, увидя своего клиента, должны понимать, на какую планету в гороскопе обратить внимание. Она может быть вообще в 8-м доме, это Венера, если он венерианец. Но вы должны понимать, что именно она больше всего влияет на него сейчас, вот в этот период жизни. Я, кстати, потом вам сейчас покажу в третьей части нашего эфира еще одного венерианца и покажу, как он с возрастом меняется. Поэтому вполне у нас, если насыщенный первый дом, у нас могут быть вполне новые тенденции с возрастом от нескольких планет. Я думаю, что Эмбер Хёрд не всегда будет такой красоткой, потом что-нибудь вылезет, какая-нибудь другая планета. И вот та же Грейс Келли, да, если бы постарела серьезно, она, кстати, уже была такая не очень молодая, когда разбилась,
по-моему, за 50 ей было. Но она сохранила эту миловидность, но вполне в какие-то промежутки времени, с течением времени, да, у нее могли проявиться и другие планеты в первом доме. Но вы не ожидайте, что это именно только привязано к первому дому. Я себя считаю венерианкой. У меня Венера стоит в 6-м доме. Просто Венера располагается в сильной раджа-йоге с Луной, и, скажем, поэтому она проявилась даже из 6-го дома. И как я вам уже сказала, вот это мировые звезды, да, это вот такие рафинированные венерианцы. Мы с вами, обычные люди, вполне можем из 6-го дома Венерой обогатиться, то есть нормально. Не привязывайтесь пока к тому, что это только исключительно первый дом должен проявиться. Давайте еще одного товарища рассмотрим. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что это тоже один из самых таких привлекательных актеров, но это чистой воды венерианец в мужском обличье. Наш анализ был бы неполным, если бы мы с вами мужчин никак не задели. Я венерианка, мне все очень подходит, а сейчас период кету. Есть такое, что хочу на все забить и даже на внешность не вылазить из дома. Ой, вот это очень похоже на кету. Это прям кету. Так вот, не буду больше тянуть. Кто у нас мужчина-венерианец? Это актер Джуд Лоу. Напишите, пожалуйста, опознали ли вы бы в нем венерианца или не опознали бы. Все-таки мужская внешность от женской больше отличается. Давайте мы какой-нибудь выберем фото, где он, тут он с возрастом. Не то пальто. Вот здесь. Мы сейчас рассмотрим его как только сможем. Опять же, мы видим округлую линию подбородка, круглый подбородок. Вот эта ямочка на подбородке, да, раздвоенность подбородка, это больше мужские черты. Не привязывала бы я их к какой-то планете. Ясное дело, что здесь Венера максимальную силу имеет. Опять же, глубокое веко для него. Вот эта треть лица средняя тоже не сжата, не растянута. Лоб достаточно пропорциональный. Нижняя часть лица тоже пропорциональна. То есть они примерно имеют одну длину, эти трети лица. Глаза светлые, внешность очаровательная. У него, по-моему, вьющиеся волосы, насколько я видела, когда подбирала фотографии. Ну, вот такой вот обаяшка. Тоже даже у мужчины, конечно, у него нос шире, чем у женщины, потому что это мужская внешность, мужская природа. Но, тем не менее, кончик носа у него округлый, крылья тоже мягкие, не разлетающиеся, сама форма ноздри тоже такая достаточно женская, мягкая. Ну и глаза. Тут такие глаза потрясающие. Да, конечно, у него baby-face, он красивый, миловидная внешность. Ну вот это тоже такой характерный пример мужской венерианской внешности. Давайте посмотрим на гороскоп Джуда Лоу. Сейчас мы его рассмотрим. Вот он, наш товарищ. У него, конечно, отметился там и Марс, и Меркурий, и Нептун. И тут проявится Меркурий еще в этой внешности. Итак, Джуд Лоу – это британский актер театра и кино, наибольшую известность приобрел после фильма «Талантливый мистер Рипли». Это случилось в период Юпитер-Венера. Даже не сомневаюсь, Венера у нас стоит в первом доме, но, как видите, она скорпиония, то есть она не такая, как у девочек, которых мы рассматривали. Однако у него лагна 15,46 Скорпиона, а Венера 19,35. Это очень-очень близко. То есть это планета самая ближайшая к асценденту, ну и все, вот она процветает как только может. Обратите внимание, почему вот откуда у него такая привлекательность невероятная, хотя он, видите, не Маха Пуруша йога,
А нет, у Махапуруша йога, тут у него Марс в Скорпионе. Тем не менее, Венера у него менее яркая в гороскопе, чем у девушек. Но за счет того, что у него очень рядом асцендент со звездой Антарес, он получил вот какую-то такую мощную личность, которая, ну вот, притягательна для многих, многих и многих. Кстати, Луна у него в венерианском знаке, видите? Такой он стрелец еще, со стрельца взял многое в характер. Ну, интересный, достаточно интересный. Вот его успех, допустим, хозяин 10-го во втором вместе с сильным хозяином 2-го. То есть такой один из вариантов, можно сказать, дхана-йоги. Напишите, пожалуйста, что у него там с женой, интересно, если знаете. И вот этот рост, такой взрывной в его карьере, произошел в период Рак-Близнецы. В период Рака у нас хозяин 10-го дома карьеры в выгодном для себя знаке в 5-м доме актерского мастерства, между прочим, вместе с Венерой, с Меркурием и с Нептуном. Ну, тут либо музыкант, либо актер, другого не дано. Меркурий, прошу прощения, Марс и Нептун, Венера и Нептун склоняют его либо к актерскому мастерству, либо к музыке. Ну и хозяин 10-го в 5-м, это само по себе рост, во-вторых, это актерская вся история. Вот он в период Рака и продвинулся вперед. И в ближайший же под период этого Рака в Близнецы он стал знаменит. Здесь Кхатика Лагна стоит. И хозяин 10-го дома, Юпитер, от знака Близнецы, ну тоже посмотрите, как он хорошо там расположен у нас. Замечательно расположен в своем собственном знаке, с комплементарным соседом. Но единственное, Раху не очень. С Джудом Лоу тоже связано скандал. Он изменил собственной жене с няней их ребенка, насколько я помню, от чего был изгнан. Ну, в общем, там у них какой-то был большой скандал. Давайте посмотрим в целом, да, что людям этого типа судьба подкидывает в качестве испытаний. Конечно, вот эта симпатичность и вот эта красота и обаяние дают этим людям возможность быть счастливыми в личной жизни или возможность иметь много партнеров. Эти люди привлекательны для большого количества людей, и постоянный вот этот соблазн попробовать что-то новое. В общем-то, некоторые вон вообще бисексуалы уже все попробовали, да, и с женской любовью, и с мужской любовью. Это я не про Джуда Лоу, это про Эмбер Хёрд. Ну и Джуд Лоу там не отстает, да, в вопросе супружеской верности не особо отличился. Грейс Келли тайно покрытая мраком, конечно, у нее брак такой был статусный, я думаю, что, наверное, не должно было чего-то такого быть. Венерианкам всегда проще дружить с венерианкой? Или это не обязательно? Это не обязательно совершенно, но чаще всего все-таки люди чем-то похожи друг на друга. Супруг и супруга. И тут смотрите, давайте вот вернемся к гороскопу Джуда Лоу. Смотрите, у него в первом доме несколько планет. Ой, забыла вам показать кое-что. Ну, короче говоря, у него в первом доме несколько планет, но в разный возраст проявляются разные черты. И вот сейчас покажу, какие. Поэтому жена может сначала не быть похожей, а потом они стали похожи. Либо, наоборот, в юности были похожи, а потом разные. Ну, у каждого, конечно, свои гороскопы, свой путь, вот этот, как будет развиваться внешность. Сейчас покажу, как Джуд Лоу изменился со временем. У него проявились меркурианские черты. Меркурианские черты — это вот сокращение вот этой вот, ну, верхней трети, понятно, старение верхней трети лица. И у меркурианцев глаза более маленькие, чем у венерианцев. У них нависающие обычно брови, ну и плюс высокий меркурианский лоб у Джуда Лоу стал образовываться. Кстати, обратите внимание, что все-таки волосы-то у него вьющиеся.
Обратите внимание, что на фотографиях, которые в интернете, скрыт весь вот этот вот объем залысины, да, который у него, видимо, с самой юности образовывается. То есть везде лоб обрезан, видите? Прям сфотографировано так, чтобы вот этот вот уходящий туда пробор не было видно. Ну, это все-таки влияние такое вот примешалось от Меркурия. Все-таки Меркурий у него в первом доме. Мы с вами подробно поговорим про влияние Меркурия на внешность человека. Я вам дам актера, который потрясающий, мужской типаж меркурианца, который вот прямо вылитый меркурианец, просто писанный с Меркурия. И увидев похожие черты, вы будете четко отличать, откуда ветер дует. Расскажите про падение, сожжение, изгнание Венеры. Ну, здесь на самом деле нечего мне вам сказать, мы про типажи говорим, и тут качество Венеры, ну, я не могу вам сказать, каким образом, например, сожжение Венеры повлияет, кроме того, что просто в человеке будут и солнечные черты проявляться, и венерианские. Про солнечный тип мы поговорим позже, у меня уже готовы примеры на него, и этот типаж достаточно узнаваемый. Я думаю, что вы с ним легко разберетесь. Напишите мне, пожалуйста, хорошая ли тема у нас сегодня, интересно ли это. Ну, мне, например, это очень интересно, и я с удовольствием вот так вот щелкаю внешность вот такого от Марса, а вот этого от Раху, с ним надо быть поосторожнее. Вот это венерианец, он безобидный. Ну, вот в таком формате, например. Я действую. У меня, например, ребенок чистой воды венерианец, хотя он восходящий Овен, но у него Венера сформирует Маха-Пуруша-йогу в 7-м доме, то есть она в весах в 7-м доме и влияет на 1-й дом, на Лагну, и он чистой воды венерианец. Вот. Буквально Джуд Лоу. Посмотрим, конечно, как будет потом, может Марс проявится. Конечно, он должен проявиться, этот Марс, но тем не менее пока все по Венере у нас с ним. Очень интересная тема, шлете сердечки, все классно. Если вам это нравится, я вас очень прошу, поддержите меня, поддержите нашу школу, наши старания и поделитесь этим видео со своими друзьями или выложите у себя в ленте ВКонтакте или в каких-то соцсетях. Я буду этому очень рада. Если я увижу репосты нашей школы, то я тоже обязательно репостну в нашем аккаунте вашу помощь и с удовольствием это сделаю. Если Венера образует випарита раджа-йогу, что это дает? Ой, ну, во внешность, девочки, ну, конечно же, нам нужно целое исследование замутить, выйти и сделать подборку из, допустим, там 50 гороскопов с випарита раджа-йогой и фотографии собрать, и всех проанализировать, да, и это огромная работа, которую мы еще не делали, поэтому я не могу вам сказать, вот, что випарита раджа-йога дает не вьющийся волос, а прямой, потому что я не знаю. С точки зрения событий я понимаю, что дает випарита раджа-йога. Ничего хорошего. Ну, все в моем стиле, да, все умрут, все ходящие мертвецы. Ну, випарита раджа-йога дает, у нее есть два компонента. Она дает плохой компонент, то есть випарита компонент, и дает раджа компонент. Раджа, ну это счастье, или раджа как царь, повелитель, руководитель. То есть есть плюс и есть минус. Обычно випарита раджа-йога дает какую-то опасность, связанную с домами, которые вовлечены, да, в нее, отдает опасность, но обычно не убивает, потому что вот есть вот этот компонент плюс. Ну, изредка все-таки убивает, но обычно нет. И в эти периоды, в такие периоды випариты происходят разные катаклизмы, которые, ну, связаны с домами под управлением участников
этой раджа-йоги. Значит, вытянутые лица и маленький нос, девочки, я сразу рассказываю, и мальчики, это ближе к Меркурию, но, пожалуйста, не торопитесь, я с удовольствием вам дам вот это вот знание, чтобы вы не путались. Вот сейчас пока не путаетесь. А я хочу вас пригласить на курс, который у нас начинается уже через пару недель. Это моя профессия астролог, первая ступень обучения в нашей школе, 21 февраля старт этой ступени, и здесь вы можете видеть информацию об этом курсе. Мы ждем всех, кто смотрит мои видео, кто смотрит видео других астрологов, кто любит посмотреть, как работает астрология, как сбываются прогнозы, как мы делаем трактовки. И можно в этом курсе собрать знания воедино, в встроенную систему. Неважно, учились вы в других школах или не учились, этот курс достаточно сложный для тех, кто только начинает, но наши кураторы, наши дополнительные уроки, наши тесты, все это помогает преодолеть данные затруднения. Тут, кстати, курс хорош для тех, кто хочет немножко узнать что-то про западную астрологию, потому что 10 уроков во второй части курса посвящены именно хорарной астрологии, которая у нас по технике Сергея Шестопалова дана. И в общем-то, это западный астролог замечательный, питерский. В этой технике мы работаем именно в западной традиции. Поэтому, если вы давно джотиш изучаете и хотите еще и в западной чуть-чуть сориентироваться, а в западной очень сильный блок хораров и блок гороскоп вопроса, да, вот поможет ли таблетка, сможем ли поехать на дачу, а нравлюсь ли я этому мужчине, вот такие всякие вопросы достаточно простые, которые связаны с обычной жизнью, вы сможете уже после окончания этого курса трактовать, делать себе прогнозы и своим близким, своим друзьям. В то же самое время этот курс собирает знания для тех, кто учился в разных других школах и, допустим, где-то получил удачные знания в каком-то блоке, где-то пробел. Восполнить пробелы, сделать из этого систему, структуру и начать работать астрологом — это вам на данный курс. Потому что здесь вы получаете четкий алгоритм того, как начать разбирать, вообще с какой стороны подойти к гороскопу, что посмотреть первое, что посмотреть второе, как разобрать сферу жизни, допустим, личную или карьеру, или вообще в целом, с какого места начать рассматривать этот гороскоп и о чем говорить. Вот все эти алгоритмы мы даем, этот алгоритм уже на 3-м уроке. Никто вас не будет долго мариновать, скажем так, рассказывая какие-то базисные такие вещи долго-долго. Не-не-не. Я знаю, что в некоторых школах первые 2 года посвящается изучению знаков зодиака, стихий, там, подвижные, кардинальные, всякие разные вот эти параметры, и изучению планет. Но это очень долго, неоправданно долго, и, конечно, у нас практикуется другой подход. Мы делаем акцент на работающих каких-то техниках, даже если, скажем, мы не заставляем вас выучить весь астро-русский словарь, мы просто говорим им, как им пользоваться, чтобы вы могли, используя классические книги, использовать наши практики, наши трактовки, наши формулы. Где-то, может быть, вам нужно подсмотреть. Но это не значит, что вам 2 года или год нужно учиться и выучивать на зубок эти все параметры знаков зодиака и вот прям спать с этой информацией в голове. Потому что, как я знаю, многие на этом застревают, на этом этапе, и никогда не переходят к каким-то прогностическим практикам. Как вы понимаете, это не в моем характере. Этот курс подойдет для тех, кто хочет для себя учиться, например, чтобы профессионально рассмотреть свой гороскоп. Это всегда эффективнее, чем курсы для себя, которые вы можете найти где-нибудь.
Ну, 2 системы знаний мы здесь используем, да, у нас на сайте прописано. Это и западная, и восточная ветка астрологии. То есть после этого курса, по сути, вы выйдете астрологом, который универсален. Вы можете и западных астрологов смотреть, и набираться уму, разуму, или там западные книги читать, и развиваться в этой ветке. Ну или в джотиш, естественно. Я думаю, что вы пойдете в джотиш, потому что у меня 444 видео на канале, представляете? Учись, учись и учись. У нас сильный блок совместимости и любви в этом курсе, и по совместимости очень интересный материал со всеми трактовками, что значит соединение такой-то планеты у девушки, соседство с вот такой-то планетой у молодого человека, кто будет кого подавлять, кто по каким чакрам друг за друга зацепится. Да? Это просто сексуальное влечение, либо это перспектива именно брака, либо это холодный, расчетливый такой вот брак, когда чувств особо нет, зато социальным статусом друг с другом обмениваемся и поддерживаем друг друга. Разные есть взаимоотношения, и все это описано в нашем курсе. И также интересная информация по совместимости, как мне кажется, это то, кто взрослый, кто ребенок, то есть нету ли такого, что в паре один из партнеров это тот, за кем всегда придется решать проблемы, а второй такой вот взрослый, мудрый товарищ, но вот на его плечи лягут не только его проблемы, но и проблемы партнера. Вот такие вещи вы сможете после курса определять. Плюс на 4-м уроке, то есть это достаточно близко. Нет, не на 4-м. На 4-м мы осматриваем все таланты, каким образом можно увидеть благоприятную карму, что человек может дать счастье другому человеку. А на 5-м уроке мы рассматриваем все опасные варианты. Мы смотрим, как выглядят алкоголики, как выглядят похотливые неверные люди, как прям сказала, похотливые. Ну, в общем, как выглядит изменщик, как выглядит лжец, и даже как выглядит агрессор какой-нибудь типа а-ля маньяк. То есть вы сможете, даже уже пройдя вот этот курс первый, для начинающих, да, для тех, кто только входит в астрологию, вы уже сможете в своем окружении опасных людей вычленять, их видеть и, естественно, видеть тех, с кем стоит какие-то строить отношения и общаться. Также у нас есть там блок про карьеру и деньги, то есть вы увидите, как посмотреть, когда будет рост в карьере, и ответите, получите техники для того, чтобы ответить на множество других вопросов. Например, какую работу выбрать, в каком направлении, какой вариант первой компании или второй компании выбрать, возьмут ли вас на работу, не обойдет ли вас конкурент в соискательстве на эту работу, действительно ли будут платить столько, сколько обещают, и так далее и тому подобное. То есть все вот эти житейские вопросы про работу, про карьеру, про свой бизнес, их тоже мы будем обозревать в курсе и давать техники, как это посмотреть. Вот этот курс и отличается от всех других курсов тем, что информация на нем очень жизненная. Мы не улетаем в просторы Вселенной, чтобы рассказать вам, какие у вас, там, я не знаю, какие у вас могут быть пороки и какими камнями вам их нейтрализовать, в какую полную луну выйти вам и чем, как там это все компенсировать. В общем, в эту всю тему мы не углубляемся, максимально конкретно, максимально применимо, чтобы разобраться с теми, кто с тобой работает, что за люди, что за новый человек набивается к тебе в друзья или в любовники, или в мужья, что вообще может получиться из ваших отношений и так далее, так далее. Ну и все касаемо денег, конечно, здоровья тоже обозреваем. У нас старт потока происходит ближайший 21 февраля 2022 года. Следующий старт будет не раньше, чем через 4-5 месяцев, то есть у нас не будет частых запусков.
всего парочку раз в год можно будет на этот курс попасть, поэтому не упускайте этот момент. У нас действует рассрочка платежей на этот курс, то есть если нету там достаточной суммы для того, чтобы сделать полную оплату, рассрочка может длиться до года, так, чтобы сделать сумму максимально незаметной. Я веду теоретические уроки, Лена Карпинчик и Александра Ващилко — это два наших куратора. Я горжусь нашими кураторами, потому что это не просто выпускники, как я несколько раз уже говорила, выпускники предыдущего потока, как это часто случается в нашем бизнесе, а это астрологи, которые являются одними из первых моих учеников. Саша вообще пришла на первый самый курс в моей школе, Лена чуть-чуть попозже. И это астрологи, которые получили уже большой опыт, они прошли все курсы в нашей школе, и у них именно практическая работа очень большая. Много-много у них уже опыт гороскопов. Итак, это было 22 интенсивных видеоурока. Когда я говорю интенсивный, я не кривлю душой, потому что этот курс составлен частично из курса, который раньше назывался «Интенсив с нуля и до прогнозов». И даже в какой-то момент я снимала другой курс, который просто назывался «Курс для начинающих». Он был из 8 уроков. Почему его стала снимать? Потому что интенсивный курс был реально слишком интенсивным. То есть это не потому, что люди там не могли его переварить, а потому что они просто долго не возвращались. То есть они, все, мы уже столько получили, мы это будем переваривать, нам этого богатства вот так пока хватит. И эти люди возвращались в школу там не менее чем через год. Потом они, конечно, опять приходили учиться на другие курсы, но этот интенсивный курс, он был реально очень интенсивный. Когда мы начали выбирать материал для этой первой ступени, я все-таки приняла решение действительно этот интенсивный курс сюда влить, в эту первую ступень и моя профессия астролог. Просто потому что, может быть, я себе сама яму рою, но как-то захотелось мне сделать именно вот так. Занятия в любое удобное для вас время, потому что видеоуроки открываются, вы можете посмотреть их, когда вам хочется. Но после каждых 2-3 уроков происходит практикум по теме этих пройденных уроков. Это онлайн уже занятия с астрологом, и вы можете по своему гороскопу какие-то вопросы спросить или просто по материалу теоретические уроки. У вас будет тестовый экзамен в конце курса, но после каждого урока также вы можете проходить тесты, которые проверяют ваши знания. Это сделано не для того, чтобы как-то вас закошмарить, а для того, чтобы дать вам возможность попрактиковаться на гороскопах реальных наших клиентов, реальных людей. Очень многие астрологи, они получают громадное количество, ладно, в других школах, может, и не громадное. В общем, получается, что после курса они выходят с большим количеством новой информации, а отработать не на ком. И эта информация исчезает из головы очень быстро. А сначала один аспект ушел, потом другой, потом забыла, и вообще. Не хочу, чтобы у вас такое происходило. И получается, что имея эти тесты, вы уже как будто бы сейчас после каждого урока взяли 5-6 клиентов или 10 клиентов, потому что там до 10 вопросов в каждом тесте, и на одну и ту же проблему проработали. Как будто бы реальный человек вам написал и сказал: извини, дружок, мой гороскоп здесь, есть у меня такая проблема или нет? И вот это, мне кажется, очень ценным, потому что где ты найдешь, начинающий астролог, столько практики? Сначала частота, с которой клиенты приходят к астрологу, 2 в месяц, 3 в месяц, потом уже их 8. Это если ты постоянно какие-то усилия для своего продвижения делаешь. Но в целом это количество практики для начинающего астролога — это с миру по нитке. У нас же в курсе за счет этих тестов вы получаете большое количество практики для отработки. И я буду очень рада, если многие из вас после прохождения этого курса будут возвращаться именно к тестам. Конечно, возвращаться к теории хорошо и важно, но к тестам еще более ценно для вас.
Поэтому в первой ступени мы сделали качественные тесты. И опять же, да, это не для того, чтобы вас закошмарить, а для того, чтобы дать вам практику. Для кого этот курс? Для тех, кому интересны прогнозы, кто хочет работать астрологом, кто хочет работать для себя, но профессиональными работающими инструментами. И я хочу сказать, что мы ждем на уроках тех, кто, ну, знаете, разделяет наши ценности, что ли. Я, как вы знаете, в своих видео, в своих эфирах никогда не муссирую тему религии и каких-то духовных таких аспектов. Есть множество школ, которые это делают своим приоритетом, и у нас на курсе вы увидите именно практические какие-то, практическое применение, без всяких витаний в облаках по поводу чего по какому-либо поводу. И я жду таких же людей, которые готовы к этому, да, готовы именно вот в ежедневной жизни применять и не будут жаловаться, что мы недостаточно духовные. Потому что бывают и такие, кто хочет методы компенсации обязательно. Вот у меня сожженная Венера, что мне с этим делать? Да просто тяжело выйти замуж. Все, факт. Это факт. Это факт, который мы даем на нашем курсе. А вот что с этим делать уже, да, то есть на какую луну молиться, какие камни носить и так далее, я это не практикую и в это не верю. И доктор Рау, который является моим авторитетом и не только авторитетом, но моим компасом в мире астрологии. Именно он, великий астролог 20 века, индус, который написал более 50 книг с исследованиями, не просто, я не знаю, там какие-то общие рассуждения на тему духовности, а с исследованием, с гороскопами конкретными, с техниками того, как прогнозировать. И даже этот человек, не даже, а прежде всего этот человек отказывался работать с ювелирами, рекомендовать камни и очень осуждал тех астрологов, которые в это уходят, вот в такие меры коррекции. Это позиция нашей школы, моя позиция. Мне, кстати, не раз предлагали стать партнером именно в ювелирном деле, но нет, спасибо, нет. Дальше. В общем, если вы хотите стать участником этого курса, добро пожаловать на сайт. И я девочек-администраторов, которые сейчас в нашем чате, я вас очень попрошу, пожалуйста, скиньте нам ссылочку в чат с этим курсом. Я эту ссылку, конечно же, оставлю еще и после окончания данного эфира. А пока пройдемся по тем урокам, которые конкретно мы будем разбирать на курсе. Да? Каждый урок обсудим. Курс начинается... Я лучше сама вставлю. Курс начинается с того, как с описания функций планет, функций и характер знака зодиака, и введу вас в курс дела. Что такое джотиш, что такое натальная карта и так далее. Как ее построить. Урок 2. Дома гороскопа, их значения и управителя. То есть, видите, я сразу ввожу ту информацию, которая нужна для прогнозов. Первое — это планеты, куда без них невозможно. И второй — сразу управителя домов. Что это за зверь такой? Потому что в прогнозировании важнее всего знать, кто какой управитель и как вот происходит энергообмен между разными сферами жизни. Потому что именно этот энергообмен, он и делает событие в жизни человека. Вот с этой темы мы уже второй урок. Третий урок, прошу прощения, это сила и слабость планет и алгоритм разбора гороскопа. То есть вот уже у нас никакой долгой прелюдии. Как я вам сказала, интенсив действительно был интенсивным, молодая была не молода, и мы уже на третьем уроке пробуем алгоритм. Есть это такой хитрый метод узнать мой знак зодиака? Сири мне ответила, что она не хочет мне рассказывать свой знак зодиака. Спасибо, мне как бы не сильно хотелось.
В общем, мы уже на 3-м уроке начинаем пользоваться алгоритмом и уже к трактовкам идем, то есть уже разбираем гороскопы, то есть никаких долгих витаний в облаках вы не увидите. И мой любимый блог «Пороки и таланты», пороки — это мой самый любимый, таланты чуть менее любимый, хотя я показываю те комбинации, которые дают счастье, деньги, общение в самых высоких кругах, благоприятное здоровье, богатство. То есть все это мы обозреваем. И вдогоночку у нас урок, вообще, это там на самом деле урок с гороскопом Чикатило и еще с американским Чикатило. Ну, там кроме них еще, конечно, есть люди, которые мы разбираем. Но вот, честно говоря, когда мы разбирали их в курсе, это очень такое ощущение, но я боялась домой потом возвращаться. То есть это был живой курс, я помню, вот первый раз, когда я эту информацию давала, этот материал, мы встречались в центре города, и меня забирал муж после уроков, и все равно я ехала и тряслась, боялась, что кто-то такой попадется. Ну, такой вот впечатляющий урок, зато вы на всю жизнь запомните, как выглядят проблемные гороскопы, да, кто лжец, кто алкоголик, кто еще что-то. Вот здесь вот кармические и духовные задачи. И опять же, даже эти кармические задачи, казалось бы, тема такая для витаний в облаках, но она у нас не в витаниях в облаках. У нас четкие там трактовки написаны, каким качеством человек склонен, где жадные желания будут проявляться, и вот как бы куда человека потащит. Вот это кармическая задача. Кармическая задача — это то, от чего ты не отвертишься, не открутишься. То есть, ну, есть какой-то вот коридор выбора у человека, что можно развить большой талант или можно просто там на бытовом уровне быть чуть-чуть лучше других. А есть вещи в гороскопе, от которых ты не отвертишься, не открутишься. Будет голову затуманивать так, что ты пойдешь в эту сферу и обязательно будешь там биться головой об стену. Успешно или неуспешно мы расскажем на уроке, ну и в какую стену головой биться тоже мы расскажем на уроке. Поэтому вот такая у нас информация. Блок 5. Совместимость людей для бизнеса, любовь, родственники, друзья. Все можно посмотреть, кто кому ребенок, кто кому наставник. Будет ли вместе общий дом, или это просто такая страсть на 5 минут, или это брак, который создается для того, чтобы родить детей или получить какой-то статус. Все вот эти такие нюансы. Ну и, конечно, самое главное, ради чего мы здесь собрались, это курс прогностики, предсказательная система Вимшот-Ридаша, то есть это планетные периоды. Уже на базе всех предыдущих уроков, когда вы знаете, как выглядит талант, как выглядит порок, как выглядит вообще какая-то черта характера в гороскопе, как выглядит то иное событие, просто посмотрев на последовательность периодов, и когда включается та или иная планета, вы сможете уже делать первые прогнозы, по крайней мере, будете точно определять, какой период успешный, какой неуспешный, и в какой сфере он будет успешным или неуспешным. То есть вот уже даже к 9-му уроку это с вами должно произойти, если вы качественно учились, не смотрели это вот так вот одним глазом, а действительно там конспектировали, отрабатывали и так далее. Транзиты планеты Аштака Варга, да-да-да, даже уже сейчас я даю основные техники, которые помогут нам прогнозировать. Чара Даша, основы, чтобы вы потом понимали в моих видео, о чем я говорю, что это за такой период близнецов, от которого 10-й дом под руководством Меркурия, что это вообще за абракадабра. Вот это у нас объясняется в 11-м уроке. Ну и, конечно же, все наши уроки, которые на YouTube, они призваны для того, чтобы закрепить у вас вот эту информацию, помочь вам пользоваться этими техниками и успешно, ну, как бы расширять, продвигать свое мастерство. 12-й урок — это практикум, да, совмещение всех методов предсказания, определение периодов болезни, выздоровления, там, других каких-то событий, которые с людьми случаются. Следующий блок — это хорарная астрология. И вот здесь мы начинаем изучение именно западной системы.
И, как вы видите, первые 3 урока — это, ну, такой ввод планеты в хорарной астрологии, что такое дома, то есть потерявшегося кота по какому дому искать. Там, если вопрос про слух, какой дом должен анализироваться. Если вопрос про брак, ну понятно, что 7-й и так далее. Да? То есть вот в основных вещах разбираемся 3 урока и поехали. Вот у нас разные категории вопроса. Как разобрать вопрос случится, не случится, сбудется, не сбудется, да? Какой ему алгоритм. Вопросы о любви, любит, не любит, стоит ли строить отношения. Какая перспектива той или иной ситуации? Вот такой тип вопросов разбираем и формулы прогнозов для него. Потом вопросы выбора между несколькими вариантами. Такие вопросы изучаем. Вопросы на качество сигнификатора. То есть, а правду мне говорит этот человек или врет? Вот слух верен или не верен? Вот это такого рода вопросы. Вопросы о деньгах, кредитах и валюте. Заработаю ли я на покупке доллара? Заработаю ли я на бирже? Дадут ли кредит? Дадут ли ипотеку? Смогу ли вовремя выплатить кредит? Не попаду ли на вот этих вот, кто изымает кредиты, как они называются? Забыла. Ну, в общем, не будет ли отчуждения имущества, потому что я не доплатила эту ипотеку. Все прочее и такое у нас в этих уроках. Ну и практикум. Мы делаем практикум, потому что нам нужно оттренировать все это. Будет ли планет, по типажам планеты еще эфиры? Конечно. Я запланировала 9 эфиров. Вот у нас 9 планет. И у нас 9 разных типажей по планетам. Это я вам покажу чистые варианты. Возможно, если рубрика вам полюбится, и вы будете действительно приходить на нее, и я буду по лайкам видеть, что вам понравилось, по репостам, потому что вы смотрите до конца такие эфиры. Если такое будет, то, может быть, мы еще и смешанные типажи посмотрим. Или посмотрим, как один и тот же человек, вот он в юности как выглядел, в среднем возрасте, в зрелости, то есть какая планета у него потом начала доминировать, и как это повлияло, допустим, на его характер или его предпочтения, его карьеру, его стиль жизни и так далее. То есть посмотрим, чем это все обернется, но как минимум 9 эфиров я вам обещаю, будем потихонечку их снимать. Буду подбирать для вас красавчиков из каждой категории, и будем их вместе обозревать. С вами была Татьяна Калинина. Спасибо вам большое, что уделили это время астрологии, и жду вас в нашей школе. Всем пока-пока.